Только 17 марта скажите эти слова 3 раза. Также обязательно выкиньте все старые грязные вещи 17 марта, чтобы в семью не пробрались несчастья, беды и проблемы. И об этом и не только, друзья, далее в этом видео, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Вы знаете, 17 марта по православному календарю отмечают День памяти преподобного Герасима Иорданского. Сам был он родом из города Ликии, это Каппадокия, Малая Азия. Родился святой в богатой семье. С детства мальчик отличался своей религиозностью и святостью. Так преподобный Герасим оставил наследство и свое послушание, а после принятия монашества преподобный ушел познавать веру в пустыне Египта. Примерно в 450 году святой направился в Палестину, святой Иордан. Его любезно приютили, а со временем на месте был создан монастырь, где он и стал настоятелем. Преподобный всегда был высоким подвижником, он всегда следовал христианской морали, был самоотречив и имел великую цель – христианское самоусовершенствование. Другими словами, этими всеми молитвами и обрядами он боролся со злом. Герасим в Великий пост ничего не ел до самого светлого дня Воскресения Христова. Святой Герасим скончался обычной смертью в 475 году и был оплакан своими любимыми учениками. Всю жизнь преподобному Герасиму помогал его Лев, который и умер на его же могиле, после чего был зарыт вблизи гроба святого. С этим событием и связано изображение на иконах льва у ног преподобного. Сегодняшний день принято называть днем Герасима Грачевника. На Герасима Грачевника часто прилетали с юга грачи. Их радостно встречали люди в этот день. Если грачи летели прямо в старые гнезда, приводили в порядок и чинили их, это означало, что весна будет дружная к людям, теплая и цветущая. А народ любил говорить так: увидел грача, весну встречай, грач на горе, так и весна на дворе. Ну а если через некоторое время грачи начинали улетать в поисках нового жилья, то холода продержатся еще как минимум несколько дней. С грачами у крестьян было много всевозможных историй. Они очень часто их использовали как календарь для посева. Безумно верили, что увидев птицу на кочке или когда они садились на свои старые гнезда, это могло означать только одно, что дело идет к половодью. А ровно через 3 недели работяги могли организовываться, готовить орудия труда и выходить работать с землей и сажать рассаду. Детей с молоду учили рано просыпаться, а в этот день даже взрослые соревновались за первое место. Старцы знали, что тот, кто с раннего утра увидит первого грача, того ждет богатство, счастье и большой успех. А вечером все девушки старались испечь из теста фигурки в виде грачей. Ими угощали детей на улицах. Вообще, грачи испокон веков считали птицами работящими и даже добрыми. Поэтому в этот праздник все люди должны были отличиться своим хозяйством, своим умением и обязательно трудолюбием. В этот день самые старшие дамы в семьях обязаны были вымести дом, поубирать, выстирать все вещи в доме. Считали, что таким образом они выгоняют кикимору из дома. Мириться крестьяне с ней категорически не хотели, так как она вечно делала пакости по дому. Прятала вещи, забивала дымоход, била горшки и тому подобное. Если кикимора не покидала жилье, люд прибегал к крайним мерам и звал знахаря, который вместе с талисманами, обрядами и заклинаниями приходил к семье. Далее осматривал все углы дома, читал определенные заговоры, заметал и обметал печь. Выметаю все накопленное зло из хаты хозяев. Сама же кикимора могла подождать еще полгода и вернуться в дом ближе к осени.
после того, как грачи улетят в теплые края. И еще постарается сильнее напакостить и нести зло в дом семьи. Те, кто умел выгонять кикимору сам из дома, на Герасима считали некоторые заговоры и ложили верблюжью шерсть под шерсток и проговаривали следующие слова. «Кикимора домовая, выходи из дома скорее». Рассказывали люди и про приметы на погоду. Например, какой будет погода на Герасима, такой и будет следующая зима. Если прилетевшие грачи красиво пели, то ждали с нетерпением мирный, добрый и теплый день. А если кричали птицы, то ждали большого и проливного дождя. При теплой и ясной погоде люди говорили за большой сбор ягод этим летом в лесу. В этот день не рекомендуется проводить обследования, хирургические операции и посещать стоматолога. Стоит с этим повременить или записаться на другой удобный вам день, если это, конечно, ждет. Отвлекитесь сегодня, лучше сегодня отдохните и не грузите себя плохими мыслями. А мы рекомендуем вам выспаться, посмотреть и отвлечься любимым сериалом, приготовить что-то на ужин для души и обязательно порадовать себя любимым десертом. Также следует не торопиться с крупными покупками и сделками в этот день. Они вряд ли сегодня принесут вам успех и удовольствие. Стоит переждать денек-другой, хорошенько подумать и обдумать вложения или подписание бумаг со своими близкими, которые обязательно вам подскажут и помогут взвесить все «за» и «против». Что не скажешь за планы и отправку в путешествие. Если вы уже выбрали место, куда хотите поехать или полететь, лучше дня и не найти. А если вы еще только ищете, то скорее выбирайте место. Обратитесь в турфирму, а если вам уже хватает опыта или имеете достаточно большое желание, то в интернете вы можете найти уйму сервисов для перелетов, проживания и заказа экскурсий. Обязательно посмотрите обзоры той или иной страны, города или достопримечательностей, которые хотели бы вы увидеть. Почитайте сегодня интересные факты и проложите маршруты от А до Я. Сегодня, 17 марта, можно поздравить именинников с этим праздником. Это Василий, Вячеслав, Герасим, Григорий, Данила, Ульяня, Павел, Ульяна и Яков. Считали, что те люди, кто родился в этот день, будут очень трудолюбивыми и преданные своему делу. Хорошо сегодня иметь в коллективе такого человека. Также сегодня, 17 марта, не стоит громко смеяться и разговаривать, потому что есть вероятность привлечь к себе в дом нечистую силу. Ну а чтобы не навлечь на себя беду, запрещено сегодня кричать и бить котов. Помните, что они охраняют ваш дом и защищают вас от нечисти. И в этот день, 17 марта, вы можете сказать магические слова для привлечения денежных средств и разных материальных благ. А слова, друзья, будут следующие, которые вам нужно произнести будет ровно 3 раза. На Великдень я родился, в долю счастливую обрядился, святым тыном огородился. И как малые реки и ручьи к синему морю сбегаются, так пусть к моему кошелю злато, серебро собирается. Как вольно-привольно широкое полюшко, так будь щедрой, счастливой моя долюшка. Трава мурава во поле без счету растет, таки разного блага пусть побольше ко мне придет. Солнца красного никто никогда не сглазит, луны месяца никто не изгадит, так бы и меня никто не сгубил. Дел и слов моих не перебил. Ключ моим словам, замок моим делам, губы, зубы и ключ, замок, язык, аминь, аминь, аминь. Друзья, эти слова нужно будет сегодня, 17 марта, произнести 3 раза. Только, пожалуйста, когда вы будете произносить эти слова, только будьте в хорошем, прекрасном расположении духа. Если вы нервны, если вы чем-то недовольны, расстроены, отложите на потом эту практику. Проведите ее, например, не днем, а уже ближе к вечеру, потому что именно это очень сильные слова, и как вы запустите энергию в свою жизнь, так она к вам и придет. Помните об этом. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 17 марта 2022 года. 17 марта будет, друзья, у нас с вами 15-й лунный день. Растущая луна в знаке зодиака Дева.
Вы знаете, эти лунные сутки это в какой-то степени день все-таки искушений, обмана, иллюзий и грехов. Этот день захлестнет всех шквалом своей энергии. Человек будет чувствовать обострение всех чувств и процессов, которые происходят в нем. Причем проявлять себя с особой силой будут не только отрицательные качества, но и положительные. Так что только от вас будет зависеть, какой энергии вы дадите выход в этот день. Интуиция достигнет своего апогея, и все предчувствия этого дня имеют свойство сбываться в самом скором времени. Нельзя допустить, чтобы сегодня разум был в подчинении у эмоций, а иначе день чреват очень плохими событиями. Поэтому контролируйте сегодня каждое свое чувство, которое вы проявляете на людях, и не давайте отрицательным эмоциям захлестнуть вас. Вы спросите, как это сделать? Работайте над своим сознанием. Не нужно допускать черных, плохих мыслей. Гоните прочь пессимизм и уныние. И никому сегодня не желайте зла. Помните, что все плохое бумерангом вернется к вам же. Это день борьбы между тьмой и светом, а ареной для борьбы, к сожалению, будет вы и ваше сердце. Сложность этого дня будет в том, что вы сами решите, каким станет этот день в вашей жизни, темным или светлым. А такие вопросы никогда не решаются легко. Ведь недаром днем этого дня является змея, ядовитая и в то же время мудрая одновременно. Она гармонично сочетает в себе и смерть, и жизнь, зло, добро, тьму, свет и так далее. Помимо всего этого, это очень хитрое животное, поэтому не старайтесь соревноваться с ним в этом. Постарайтесь 17 марта перед полнолунием усмирить свои эмоции и успокоиться. Соберитесь с духом, укротите страсти и желания, начните укреплять самодисциплину. Очень хорошо в это время защищать других, восстанавливать справедливость и быть борцом за счастье. Что же касательно стрижки, то сегодня вас намеренно будут уговаривать изменить внешность. Но будьте бдительны, постарайтесь с самого утра выглядеть уже хорошо, и это задаст более позитивный тон всему дню. Волосы соберите в косичку, в пучок или вовсе оставьте распущенными. Никакие косметические процедуры или стрижки вас сегодня, к сожалению, не порадуют. Химическая завивка или ламинирование станут причиной мигрений. Если вам все равно хочется перемен, окрашивайте волосы в темный цвет, тогда неудачи от вас точно отступят. Сделайте сегодня гладкую прическу и волосы выпрямите утюжком. Обращаем ваше внимание, что сегодня нельзя поддаваться азарту. Позвольте себе игры в тотализаторе или в казино, в карты и тому подобные увлечения. В этом сегодня нельзя делать.